Друзья, всем привет из солнечной Камбоджи. Решили выехать, проехать, посмотреть немножко город. Как тут Пномпень, может, поменялся. Кстати, растет очень быстро, изменяется. И вам покажем. Надеюсь, будет интересно. Город, кстати, строится, застраивается вообще весь. И высотки строят. Много инвестируют и китайских компаний, и японских. Тут очень много, вот с точки зрения иностранного присутствия, экспатов очень много. Китайцев, японцев, корейцев. Тут у них очень много их ресторанов. Эти рестораны я вам буду показывать. Но это вот один из новых таких районов застройки. Здесь и новые дороги, и высотки. Очень контрастно вообще Пномпень, потому что вот есть старый город, там такой вообще хаос, грязно. А здесь чисто все красиво, поэтому контрасты такие очень большие. Кстати, друзья, вот обратите внимание, как сейчас мы будем проходить перекресток нерегулируемый. Здесь нету знака «Главная дорога». Вот смотрите, как проходят все. Все спокойно разъезжаются. Вот в чем вот особенность Азии, да, что спокойно все разъехались, все друг другу уступили дорогу, каждый понемножку, и все. И спокойно дальше все поехали. Вот это очень хорошая особенность Азии, кстати. А это наш гид сегодня, Эпи. Скажи всем привет. Привет. Вот так плавно новый район переходит. Уже такой не совсем новый. Говорю, город контрастов вообще. Небоскребы сменяются вот такими вот домиками, такими районами, где даже сложно разъехаться. Да, но хоть и сложно разъехаться, но вот я повторюсь, еще раз скажу, что уровень личного уважения каждого участника дорожного движения здесь абсолютно высокий, я бы так сказал, потому что все друг друга уважают. И даже если вот мы на такой узкой улочке, мы максимально быстро разъедемся, потому что потом тебе в любом случае ты уступишь, потом тебе уступит следующую дорогу. Кстати, вот
каждый практически первый этаж, неважно в каком районе, или дорогом, или в каком-то достаточно простом, как здесь, вот, допустим, как слева или как справа, тут можно посмотреть, все абсолютно под бизнесом, под каким-либо. Там либо что-то с машинами делают, либо что-то торгуют, либо что-то продают. Частное предпринимательство здесь, конечно, очень сильно развито. Люди живут, я думаю, порядка 80% в этом задействовано. Иногда здесь движение кажется таким хаотичным, но этот хаос, он абсолютно управляемый. Как бы люди друг друга видят, мотоциклисты видят автомобилистов, автомобилисты видят мотоциклистов. Так что на самом деле здесь скорости просто небольшие, и, как правило, каких-то там ДТП таких серьезных не бывает. Ну, вообще есть, конечно же, но не в таких больших масштабах, как это, допустим, у нас происходит. Сейчас стали, кстати, делать очень много развязок, потому что на самом деле город очень медленно двигается. Я думаю, что тут средняя скорость километров может быть 30. Так, друзья, кто, конечно, может быть, знает Пномпень, знает эту улицу. Эта улица идет, точнее, это даже бульвар Российской Федерации называется. Мне, кстати, это очень было интересно, когда я сюда первый раз приехал, я просто посмотрел в гугле, что это вот именно бульвар Российской Федерации. Очень интересно. Много улиц, как видите, такая большая разделительная полоса ставится, бетонная, для того, чтобы просто машины не разворачивались через встречку. Да, у них такое тут есть. Конечно же, тут сама манера езды отличается в любом случае от европейской везде, потому что здесь некоторые движения бывают очень нам непривычные, так могу сказать. И поэтому вот я думаю, что правительство специально разделило улицу. И так много где вообще в Пномпене сейчас разделенные улицы. Вот здесь вот правительственные здания. А вот слева там получается самый большой небоскреб. Вот там вот у него выпирает такой большой выступ. Там очень прикольный такой скайбар. Самый высокий в городе. Я был там пару раз. Ну, если вдруг будете в Камбодже, обязательно туда попадите. Интересное место. Не дешевое, но очень прикольное. Просто весь город вообще видно на обзорке. Такое классное место, вечером особенно. Ну, днем-то там жарко, тут, я не знаю, днем там, наверное, никого и нет. Справа здесь мы проезжаем также целая группа очень красивых правительственных зданий здесь находится. Ну и сам по себе вообще вот этот бульвар, так называемый, тоже очень тут красивый, опрятный, все всегда в зелени. Когда проезжаешь, очень красиво. А вот здесь вот скайбар, да, вот в этом вот здании, вот в том выступе. Еще, друзья, вот очень интересной особенностью является, сейчас вот посмотрите, сейчас мы проезжаем, кстати, здание банка,
Абобанк — это один из таких топовых сейчас, кстати, банков Камбоджи. И вот сейчас справа будет такой автосалон, сразу за банком. У них автосалоны такие вот, они открытые, просто стоят такие большие как бы ангары, от них машины. И вот обратите, как бы машины достаточно дорогие здесь, как бы на любой вкус ты можешь здесь купить себе автомобиль. И Феррари, и Ламборгини, и Роллс-Ройс свободно. Вот такая вот она, контрастная Камбоджа, контрастная. Там прямо центральный рынок. Там много всяких сувениров продается. Я как-нибудь сделаю там обзор. Ну вот, если немного мы затронули с вами тему про автомобили, в Камбодже автомобили дорогие, потому что здесь ввозная пошлина очень большая. И цены вот по сравнению с Россией как минимум процентов на 50 дороже. Конечно, сейчас в России тоже скачок произошел, где-то какие-то на 30 я сравнивал цены, но тоже достаточно дорого, дороже, чем в России. Минимум 30%, это минимум, любой автомобиль. В городе точечная застройка идет в основном, потому что места мало, и вот старые здания какие-то сносятся и строится что-то новое. Или сильно высокое, вот как вот напротив там здания, либо не сильно. С парковками здесь вообще как абсолютная беда, потому что парковок практически нет. Только около торговых центров. Ну, Пномпень — это такой типичный азиатский город. Типичный азиатский город. Конечно, не такой здоровый, как Бангкок. Или как китайские города, понятно, несравнимо. Китайские города вообще огромные все. Потому что Пномпень небольшой, правильно? А Бангкок очень большой. Все в масках гоняют. Кстати, обратите внимание, и по улицам ходят в масках. Как бы у них сейчас здесь вообще проблем-то вообще нет никаких с короной. Но вот они, вот азиаты, они такие, они... Смотрите, прохожие здесь все. Вот. Даже иностранка стоит на улице, все в маске. Конечно, в такую погоду в маске достаточно сложно быть. Everybody must use mask outside now. Everybody. If you not use, what's happened? It will take you charge $15. 15? 1.5. 15 баксов тебя, если ты будешь без маски, тебя оштрафуют, получается. Нужно быть все время в маске на улице. Ну, это тоже определенный, как бы, конечно, напряг. Everyone is it? Да, я вижу, что все в масках. Друзья, ну, это была, короче, такая первая тестовая небольшая поездка по Пномпенью. Я надеюсь, что вам понравилось. Как старался, так снимал. Но вы пишите сейчас свои пожелания, комментарии обязательно пишите, подписывайтесь, лайки.
моя инста есть. Следующее видео, короче, будет про еду. Пойдем в китайский рестик. Всем пока, удачи. Так, друзья, сейчас произойдет очень интересный момент. Обратите внимание, справа видите кирпич. Можно ехать только налево. Тут что-то мужичок один показывает, не надо туда ехать. Ты что, смотри на знак. Но Эппи этого не видит. И дальше происходит следующее. Ой, baby, now they will eat you. Ой, она try wrong way, why? You drank wrong way. Да? Ага. Да. Because you not see. Ну что, попалась, как и должна была попасться. А дальше она тут сейчас будет говорить, что типа первый раз в моей жизни я попалась, вы там услышите. Будет, ну что, и первый раз попадается. На самом деле надо как бы смотреть по правилам и все. Правила дорожного движения знать, она просто не увидела знак, не обратила на него внимания. А я его увидел, но я что-то просто тоже у меня в голове это не сложилось. Вот. Ну, в общем-то, здесь полиция достаточно не зверствует. Она как бы, если ты вообще едешь прямо, то тебя практически вообще никто не остановит. Если ты только где-то будешь что-то нарушать, то тогда тебя будут за это останавливать. Поэтому меня останавливали всего, наверное, один раз за 7 лет пребывания здесь. Монумент независимости, ребята, прямо. Очень красивый памятник. Монумент независимости Камбоджи. My colleague get me went. Sometimes all first time. Сегодня я первый раз полиция оштрафовала. Блин, не успела заснять эту историю. Заехала под кирпич. 10 баксов. И все. Такие бывают истории.